Зачем лить масло в мотор? Как сделать надежные кастом-болты? И, наконец, как сделать вечный BLDC электродвигатель? Обо всем этом вы узнаете в нашем сегодняшнем очередном полезном видео. Впереди у нас концентрат полезнейшей информации. Во второй части ролика у нас конкурс с розыгрышем приза от канала. Поэтому не переключайтесь и помчали! Привет, друзья! Видео будет, как всегда, длинным, информативным, полезным, с выжимкой моего опыта и самой полезной информации. Поэтому я надеюсь, что вы запаслись чайком свежим, хорошим, горячим, печеньками, и мы двигаемся дальше. Значит, движется к завершению первичное ТО моего нового супермотора, вот этого кабанчика. И в этом видео мы рассмотрим основные моменты по поводу того, как сделать вечный двигатель. Ну, я надеюсь, вы поняли, что это не перпетум мобил, потому что перпетум мобил не существует, но двигатель у вас может отработать полгода или год и сгореть, а может работать 10 лет, 15, 20 и быть практически вечным. Именно к этому я и стремлюсь. Значит, сейчас на экране вы видите только статор нового супермотора. Вот. Ну и дальше мы подробнее поговорим о том, какие работы были сделаны, чтобы этот кабанчик жил долго и счастливо. Значит, мотору однозначно нужно масло. Это даже и гадалки не ходи. И зачем это масло как бы нужно в моторе? Можно же его как бы и не лить. Но почему лучше лить, чем не лить? Значит, какие функции масло выполняет в моторе? Первая функция – это охлаждение обмоток. Обмотки имеют меньшую температуру, меньшее сопротивление, соответственно, растет КПД двигателя и уменьшается расход. Это первая функция масла в моторе. Вторая его важнейшая функция. Так как мотор постоянно испытывает перепады температуры, а перепад температуры это всегда конденсат, а конденсат это всегда вода, то, соответственно, масло выполняет антикоррозионную функцию. То есть не надо там лакировать магниты, лакировать ротор, потому что все равно этот лак издирается и летает при нагреве. И все это, в принципе, как бы эти процедуры проделанные, они до пизды мороз, мягко говоря. Вот. Масло, которое обволакивает все части мотора, оно является антикоррозионной составляющей в нем. В плане охлаждения масло полезно не только для обмоток, чтобы снизить их сопротивление, снизить расход и повысить КПД, но еще также для охлаждения электроники. Она в моторе как бы есть. Есть плата холлов, и эти холлы, они при превышении температуры, они себя, ну, мягко говоря, хреново чувствуют. То есть, когда там температура 60 градусов, 70 норм, но больше 80, а тем более больше 100, ну, как-то им уже хреновенько. Вот. И если температура на моторе больше сотки, они могут просто тупо сгореть и выйти из строя. И на этом как бы мотор перестает функционировать. И лично мне оно абсолютно не надо. Абсолютно. А когда мотор без масла, при больших нагрузках, особенно вот как, допустим, у меня мотор, да, это
мотор моноприводный, то там температура на обмотках может быть и 130, и 140 градусов. И, соответственно, датчики холла с большой вероятностью могут выйти из строя. Ну, естественно, вся эта температура и на магнитики передается, и магниты тоже могут либо вообще выйти из строя, ну, это как бы реже случается, либо снизится их намагниченность, эффективность, и, соответственно, тоже упадет КПД мотора, и оно тоже как бы никому не нужно. Следующая функция масла в моторе – это дренаж воды. Потому что масло имеет другую структуру, и вот возьмите, допустим, даже подсолнечное масло и воду, да, залейте воду, допустим, в банку, и сверху залейте подсолнечного масла, и вы увидите, что произойдет. То есть масло имеет меньшую плотность, и оно просто как бы тупо воду выдавливает наверх. Об этом на канале есть у меня отдельный ролик. Называется он «2, по-моему, метода решения проблем». Можете посмотреть, да, вот этот процесс выдавливания воды маслом. И, соответственно, в моторе происходит то же самое. Если каким-то образом в него попадает вода или образовывается конденсат, масло это все дренирует. Вот, то есть оно либо как бы его разбавляет и не дает ему проводить ток, да, чтобы не было замыканий в моторе, либо вообще выгоняет эту воду наружу. Ну, еще какая полезная функция масла, это за счет того, что оно все-таки где-то немножко дренирует, оно поступает в подшипники, и в подшипниках есть постоянная смазка. Потому что тот силикон, да, который по заводу стоит, рано или поздно он высохнет, выработается. Когда есть в моторе масло, оно постоянно подливается в подшипники. И мало того, силиконовая смазка даже, да, вот заводская, она достаточно качественная, но все равно она густая. А на масле подшипники крутятся, там накат вообще великолепнейший. И это опять же таки, да, и улучшение динамики, и снижение расхода, повышение ресурсов подшипников. То есть плюсов очень-очень много у масла в моторе. Значит, какое масло я лью в мотор? Я делал много экспериментов, об этом тоже есть куча видео на канале. Смотрите, пожалуйста, все в свободном доступе, никаких платных подписок, лишь бы как бы для вас была польза. После кучи экспериментов, после кучи тестов я остановился на силиконовом масле. Почему так? Да, почему именно это масло? Чем оно лучше, чем другие? Об этом мы запишем отдельный ролик. Скоро он выйдет на канале. Здесь детально мы об этом останавливаться не будем. Просто скажу, что на сегодняшний день это силиконовое масло. Марка масла PMS 5, потому что у него сравнительно небольшая вязкость. То есть оно по текучести практически как вода, но оно не проводит ток, то есть это изолятор. Это во-первых. И во-вторых, объем этого масла в моторе это тоже очень важный фактор. Лью я вот в такой мотор, в шестерку. У него объем где-то кубов 500-600, как бы, да, свободного как бы пространства. Может, не 600, 500 скорее. И, соответственно, весь мотор заливать, если вы весь мотор маслом зальете, 500 кубов, это будет гидротормоз. Если вы зальете мало масла, то как бы эффективности от него никакой не будет. То есть оно не будет смазывать нормально и защищать поверхности от коррозии, оно не будет охлаждать, толку от него никакого не будет. Ну вот в шестерку в моторы я сейчас лью PMS 5 где-то в районе 50 кубов. То есть это в принципе такой оптимальный объем.
чтобы не было гидротормоза, была вот эта вот дисперсия масла, да, при вращении ротора, и чтобы оно выполняло свои функции по охлаждению, по антикоррозии, дренажу как бы влаги и смазке подшипников. То есть 50 кубов это достаточно. Ну и в принципе где-то там раз в месяц, раз в 2 месяца надо проверить уровень масла, поставить мотор на бок, через ревизионное отверстие слить то, что там как бы есть, да, в этом масле опять же таки есть какая-то отработка, да, во время работы двигателя там какой-то нагар, может быть какие-то микрочастицы, да, вот это слить и залить заново, допустим, ну, все масло вы не сольете, там где-то все равно кубов 20 остается, да, вот, оно прилипает, как бы, да, немножко к статору, к магнитам, и, соответственно, уже второй раз 50 кубов лить не надо, там где-то дренаж как бы вы слили, остатки, да, которые сошли с мотора сами, и, допустим, раз в месяц, раз в 2 месяца 20-30 кубов масла добавить и ездить на свежем масле. Это немного, но это очень полезно для жизнеспособности, для ресурса мотора. Движемся дальше. Ребята, значит, вот ротор разобранного мотора. Что по ротору? Значит, по ротору самое главное – это очистить его от какого-то мусора. Обычно я это делаю изоприловым спиртом. Ни в коем случае не ацетоном, потому что ацетон предназначен для других мероприятий, то есть только спиртом. И смотрите, по заводу вот эти вот магнитики, они поклеены на какую-то нахуй сперму. Вот. Я не знаю, то ли это эпоксидная смола, то ли какой-то клей специфический. Но, в общем, суть в чем? С температурой, да, особенно если масла в моторе нету, если вы не заливаете масло в мотор, этот клей размягчается, и эти магниты нахуй отваливаются. Вот и все. И хорошо, если магнит просто отвалился, как бы, да, и двигатель не работает, но чаще всего случается другая история. Этот магнит выходит, как бы, да, из ряда, врезается в паз статора и клинит его на скорости. И вот тогда вот в дороге вам приходит пизда. Ну, мягко говоря. Вот, поэтому заводской вот этот спермоклей, его так вот просто оставлять нельзя. Значит, что я делаю, да? Я работаю, беру суперклей 505, обычный оригинал. И все магнитики я проклеиваю. Вот, причем вот между магнитами есть вот какой-то зазор, да, потому что они все-таки под каким-то углом стоят друг к другу, да, 30 магнитов, да, на 360 градусов. Сколько получается? Где-то 12 градусов, да, между магнитами. И я стараюсь с двух сторон залить клей сначала вот в этот зазор между магнитами, чтобы он туда поглубже проник и склеил между собой пару магнитов. Так делаю с двух сторон обода. Естественная полимеризация без фиксаторов, то есть это один слой сохнет где-то 5 или 6 часов клея. Потом статор я ставлю на бок и начинаю проливать бока у магнитов очень аккуратно, чтобы этот клей больше шел на магниты, а не вылазил на наружную часть обода. Потихонечку доливаю, прокручиваю обод. Вот так вот сначала одну сторону прокрутил, да. Соответственно, положил, да, просушиться на 5-6 часов. Потом после сушки обод переворачиваю и клею вторую часть.
Значит, что по этому конкретному статору, да, я хочу сказать. Здесь вот с одной стороны, да, глубина как бы посадки магнитов в обод где-то миллиметров 5, вот этот зазор, да, до крышек. И здесь, конечно, пространство для клея остается чуть-чуть побольше. Если мы перевернем обод на другую сторону, да, мы видим, что здесь зазор вообще смешной. То есть он где-то миллиметра 2, и, соответственно, сама крышка, да, у нее паз на крышечке. Вот этот вот пазик, да, он сам тоже где-то около 2 миллиметров. И именно на нем держится весь мотор. Потому что мотор держится не на болтах, да, вот в этих отверстиях. Болты, они там ни хера не держат. Они только должны стянуть крышки к ротору. А держится все на вот этом вот пазе. И, соответственно, когда мы здесь делаем проклейку, да, увеличивается здесь, не увеличивается, а уменьшается здесь зазор, да, к крышкам. И вот в данном случае, да, здесь у нас где-то миллиметров 5 просвет, а здесь миллиметра 2. Поэтому здесь надо клеить очень аккуратно. И потом избытки клея после полимеризации я прохожу канцелярским ножом, снимаю, чтобы крышка спокойно, свободно туда заходила. Так что клейте магниты заранее, чтобы не было никаких нежданчиков и не было блокировки мотора в дороге. Потому что, ну, реально, ребят, это очень опасно. И, ну, жизнь, она не резиновая, да, она одна. Вот, нахер лишние проблемы. Значит, следующий важный момент – это сосок. С сосками всегда очень много проблем, особенно на камерной резине, это пиздец. Вот. Когда вы подключаете компрессор или насос, да, для подкачки, этот сосок все время дергается, он вырывает резину, эта резина вокруг соска, она рвется, потом начинает травить, и все это как бы бесконечный мозгодрочь. С бескамерной резиной чуть-чуть легче, но все равно как бы не идеально, все равно эти соски стоковые. У них идет вот эта вот резиновая юбка, да, и каждый раз, когда на скорости, там, допустим, из-за центробежной силы сосок отклоняется, или когда вы подключаете компрессор, рано или поздно эта резина лопается, и вся эта херня приходит в негодность. То есть у вас начинает травить, и вы ничего с этим, ну, как бы сделать уже как бы и не можете. Я езжу на моноприводе, поэтому я получил очень полезный опыт установки вот таких вот мопедных вентилей. То есть у них нету резиновой юбки. Они вот ставятся с резиновыми прокладками, да. Эти прокладки резиновые, они не ломаются, как бы, да. Тут и резина получшего качества, и схема, как бы, да, работы немножко другая. То есть здесь идет упор вот такой вот, да. Это с внутренней стороны обода. Потом две резиновые прокладки. Контршайба, да, вот здесь вот такая, которая выжимает резину, и гаечка. И вот это вот я в ступицу вставил, закрутил, проверил компрессию, да, чтобы не было утечек. И если все окей, я потом эту гайку сверху залил тоже 505 клеем. И все, это навечно. То есть этот вентиль, он уже как бы не сдернется, он никуда не денется. И, ну, никаких проблем, никакого горя как бы вы знать не будете. Это вентиль мопедный. Он с более правильной резьбой, да, которая подходит под накрутку и на насосе, и на компрессоре. Он более дешевый, это где-то в районе 100 гривен на сегодняшний день.
и он более практичный, более удобный в установке. Раньше я ставил вот такой вот вентиль, это автомобильный. Здесь, во-первых, как-то угол под 90 градусов мне не очень нравится. Не совсем удобно с ним работать, как бы, и он увеличивает размер самого этого вентиля, в отличие от мопедного. Во-вторых, он стоит в раза в 2 или в 3 дороже. На шиномонтажке 200-300 гривен за него хотят. И в установке он сложнее. Но, тем не менее, вот ступицу я снял. Поменял сейчас на более надежную, там, где спицы потолще, такая вообще пиздотеннейшая ступица, да, чтоб даже если ты ударишься на скорости в бордюр, там, да, километров 30-40 в час, чтобы она выдержала, чтобы не лопнули вот эти вот спицы. И вот уже год или полтора у меня лежит вот эта ступица с правильно установленным вентилем, и она до сих пор держит давление. Я просто в шоке. То есть, ну вот, берешь как бы камеру, давишь на нее, блядь, килограмма 3 здесь точно до сих пор держится. Хотя я езжу там 3,5, но трешка это тоже как бы, ну, о чем-то, да, то есть это не килограмм и не 2. Вот, поэтому вот такие вот вентили, да, на ступицу они идут шикарненько. Но, к сожалению, мотор это не ступица, и вот этот вот мопедный вентиль, который я показал чуть раньше, он сюда вот ну никак не становится. То есть гайку ты сюда никак не закрутишь сверху. То есть фиксации как бы здесь быть, увы, не может. Поэтому идем по старой обработанной схеме. То есть ставим обычный сосок сюда с резиновой юбкой, чтобы он вылез. Как-то фиксируем его, чтобы он сильно плотно к крышке не прилегал. Крышку вот в этой точке я тоже расточил, чтобы она не мешала вентилю. То есть снял вот здесь вот посередине было лишнее. Фрезой снял чуть-чуть вот здесь вот металл, чтобы сосок там себя чувствовал комфортно, чтобы ему ничего не мешало. То есть, видите, здесь лишнее снято, да, и на ободе есть какая-то площадка, а на крышке она чуть-чуть меньше по размеру, и, соответственно, сосок может оттуда свободно выходить. И мы ставим этот сосок, зачищаем внутри краску, потому что на краске, ну, естественно, ничего держаться не будет. Делаем стеночки из пластилина или из жвачки до высоты крышки. И заливаем сосок эпоксидной смолой. Значит, что делает эпоксидная смола? Эпоксидная смола покрывает сосок поверх резиновой юбки. Вот здесь вот где-то заканчивается ее уровень. Соответственно, во-первых, сосок не дергается, то есть его резина не трескается и потом не травит. И даже если что-то, ну, как бы она где-то и протравила, то герметик, ну, каким вы пользуетесь, да, как бы у себя в камерах, он, опять же таки, проходит поверх резины и заполняет отверстие между вентилем и эпоксидкой, и он его затягивает. То есть вы можете спокойно дуть сюда 3,5-4 килограмма, комфортно ездить и не переживать за то, что у вас где-то в дороге спустит колесо. А колеса в дороге у меня спускали часто, и на скорости, ну, я, может, как бы не сильно быстро езжу, там 50-60, кто-то под сотку наваливает, но даже на скорости 50, когда у вас спускает камера, у вас начинает водить самокат влево-вправо, блять, честно сказать, удовольствия от этого мало, очень мало.
Поэтому делайте кастом соски, чтобы ездить надежно, и будет вам счастье. Значит, дальше мы движемся к болтам. И болты — это отдельная катастрофа в китайских моторах. Это просто жопа. То есть вот это вот болты, которые должны крепить ротор. Вот, во-первых, они слизываются, сделаны из какого-то непонятного говна. Во-вторых, я сделал замеры на тормозную площадку, мне надо ставить спейсер 4 мм, чтобы калипер себя нормально чувствовал. И этих болтов банально не хватает по длине. Вот. Дальше у них, и за счет того, что они из пластилина сделаны, вот этот шестигранн внутри, он слизывается. И потом вы ключом этим уголковым, да, шестигранником его открутить не можете. Хотелось бы их открутить как-то по-другому, но даже плоскогубцами не получается захватиться, потому что вот этот вот профиль у них идет сферический. То есть плоскогубцами за них захватиться нельзя. Поэтому делаются кастом болты. То есть они длиннее по размеру. Смотрите, насколько, да. Вот, то есть как раз вот эти 4 миллиметра, да, которые нужны под установку спейсера. Берутся болты. Во-первых, более длинные, да, обрабатываются под их длину, да, обрезаются болгаркой, шлифуются концы, чтобы войти в длину. Во-вторых, здесь из креста, не знаю, насколько видно, растачивается шлиц. То есть уже крестовая отвертка отсюда не выскочит. Шлиц он захватит намного надежнее, намного стабильнее. Головка делается цилиндрической. Вот так вот. Ну, еще там немножко я ее обтачиваю. Она там не идеально цилиндрическая, там, да, с какими-то округлостями. Но, по крайней мере, даже если какой-то недалекий человек уебенит шлиц, и с ним уже невозможно будет работать. Но если будет нужно, можно вот так вот плоскогубцами за цилиндрическую головку захватиться и все равно этот болт выкрутить. Ну и, естественно, термообработка, чтобы головка была тверже, потому что это болты как бы обычные, М5 и твердость 5,8. Соответственно, болт мы прокаливаем, но важно прокаливать его не полностью, потому что болт заходит в алюминий обода. Алюминий — материал мягкий. И каленая резьба, вот там вот внутри в алюминии, она нахер никому не нужна. То есть резьба должна быть мягче, чтобы не дрочить алюминий, чтобы лишний раз его не мучить. То есть я разогреваю горелкой только головку до красна, до бела не получается, потому что кислорода нету. Ну, где-то 1000-1100 градусов я головку разогреваю и колю только головку. Только головку. Чтобы головка не слизывалась и она жила долго и счастливо. По поводу материала для коления, да, чем закаливать. Пробовал я масло. Масло как-то мне не очень понравилось. В общем, колью я на воде. И вода мне больше нравится. Вот. Самое главное, не колить болт полностью. То есть мы берем только головку, опускаем в воду. Там держим 5-7 секунд. Головка прокаливается. Да, ну, болт как бы выглядит он, может, не сильно эстетично. Но на него ж никто не смотрит. Это же не мое ебало, чтобы на него смотреть на свидание, правильно? Самое главное, чтобы он правильно работал.
Ну, это я рассказал про болты для тормозного ротора. Дальше у нас идут болты для крышек, их больше. Но то, что как бы с завода нам дается, это полный пиздец. То есть посмотрите на этот болт. Ну, во-первых, он опять же таки пластилиновый. Вот. Да, здесь уже как бы и головка цилиндрическая, что удобно. Но все равно вот этот шестигран, он слижется однозначно при нормальной закрутке, и оно нафиг никому не надо. Это во-первых. Во-вторых, сам материал мягкий. И смотрим на его как бы рабочую часть, да. Вот смотрите, идет крышка, значит, высота крышки 4 миллиметра, а болт, он где-то миллиметров 13 длиной. Плюс на крышке идет герметик, и от 13 мы отнимаем крышку, отнимаем герметик, остается миллиметров 8. И, соответственно, вот этот болт, даже на фиксаторе резьбы, он с вероятностью 90% у вас выкручивается из крышки. Хорошо, если выкрутился один болт, а если выкрутилось 3 или 4, и на скорости, ну, мягко говоря, это будет пизда. Вот, поэтому эти болты, они все тоже никуда не годятся. И это все в мусор. И берем нормальный болт. Опять же таки, вот для сравнения длина, да, не, вот так вот, да, правильно. Длина стокового болта и длина кастом болта. То есть разница чувствуется, да, как болт слева будет держаться и как болт справа будет держаться в моторе. Насколько надежно. Ну, я думаю, как бы здесь как бы все понятно без слов. Здесь еще и какой-то конус сточен по заводу. Зачем он нужен, хрен его знает. Вот, ну, возвращаемся к нормальному болту. Значит, во-первых, человеческая длина для нормальной фиксации. Опять же таки, цилиндрическая головка, за которую можно ухватиться плоскогубцами в крайнем случае. Расточка под шлиц, чтобы было нормально работать не крестовой, да, минусовой отверткой. Ну и, соответственно, каленая головка, только головка, которая будет прочной и которая не уебенится через 2-3 закрутки. Ну вот как-то вот так. Так что заводские болты это однозначно не вариант, это говно полнейшее. Вот, все это надо менять. И мало того, я скажу, через меня прошло уже 2 десятка моторов. И своих моторов, и под заказ я людям привозил, делал техобслуживание для мотора. И приходили моторы, в которых вот эти вот конченые болты, блядь, китайцы их закручивали, они обламывались, потому что, ну, сталь мягкая, они обламывались еще при закрутке. Приходили моторы, там в одном моторе было 1 или 2 болта вообще нахуй отломанные. И потом половину отломанного болта узкоглазый пидорас, он, блядь, садил на какой-то герметик или какой-то спермоклей и просто заталкивал его вот в эту крышку, в дырку в крышке от мотора. И все. А дальше ты ебись с этим как хочешь. Ну, то есть болта нету. И отверстие как бы в ободе, оно заблокировано. То есть приходилось рассверливать вот этот болт внутри аккуратно, чтобы на алюминий не спрыгнуть, не повредить резьбу, брать экстрактор и оправить вот эти вот все китайские косяки. Удовольствие еще то, я вам скажу, как бы, ну, врагу не пожелаешь.
Ну, естественно, под кастом болты мы проходим все резьбы метчиком, потому что глубина больше, чем резьба обычно. То есть здесь там, допустим, резьбы миллиметров 10, а глубина там 15 в ободе. Поэтому мы берем метчик, берем масло, проходим все болты подкрышки на ободе с двух сторон, чтобы сделать рабочую часть болта, кастом болта как можно больше, чтобы он туда зашел как можно глубже. И, соответственно, ту же процедуру мы повторяем для тормозной площадки под тормозной ротор. То есть тоже берем масло, берем метчик, проходим все эти резьбы, чтобы хотя бы пару миллиметров выиграть. Для крышек в ободе метчик стандартный М4. Здесь под тормозной ротор метчик стандартный М5. Никаких проблем обычно это не вызывает. Прогнать резьбу, расточить ее, проверить, как садятся кастом болты. Они должны заходить легко, свободно. Это никаких проблем вообще не вызывает, но зато потом вы ездите надежно и уверенно. Значит, однозначно по приходу мотора, по его разборке, надо проверить, как себя чухают подшипники. С одной стороны, они должны крутиться достаточно легко, да, вращаться. С другой стороны, на них не должно быть люфтов, шевеленки. И я заказывал отдельно вот эти вот подшипники 6204 РС. Вот. Но подшипники пришли с Китая. Я посмотрел, те подшипники, которые пришли отдельно, они оказались хуже, чем те, которые стоят в стоке. Все-таки на заводе как бы тоже не дураки. И совсем говно не ставят, как бы, а закупают, может, и не бренд, но что-то более-менее качественное, человеческое, оптом по хорошей цене, и ставят нормальные комплектующие. Вот. И, наверное, это к лучшему. Почему? Потому что, ну вот, выдавить подшипник отсюда, да, через вот эту вот штуку, как бы треногу, да, которая крутится. Не помню, как она называется, ребята. Подскажите, экстрактор, да, или как, да. Съемник, да, подшипников. Ну, вот так вот просто не получается. То есть они здесь запрессованы подшипники с учетом какой-то термотехнологии. И для того, чтобы их снять, надо либо охлаждать крышку, либо ее нагревать. Потому что просто так, ну, вы будете выстукивать подшипники или выдавливать, просто ебанет крышка, она лопнет. Я как бы здесь особо не силен, да, я просто как бы заметил этот вопрос. Вы мне в комментариях напишите, подскажите, да, вот в таких вот ситуациях, что лучше делать. Крышку охлаждать или греть, чтобы снять подшипник. Я пока как бы с этим вопросом не разобрался, но он у меня в фоновой памяти до сих пор висит. Спасибо. Также напишите, какие подшипники вы ставили, что заказывали. Есть японские бренды, есть немецкие бренды, я знаю. Вот. Я пока езжу на стоке, но в будущем, ну, что-то, наверное, может придется поставить и получше, потому что мотор влетает в копеечку, да, подшипники не вечные, и рано или поздно их надо будет менять. Все-таки дешевле поменять подшипники, чем заново собрать супермотор там за 400 баксов. Так, значит, пока крышки у нас на экране, чтобы далеко не убегать. Значит, гермет крышек, потому что в мотор льется масло. Соответственно, чтобы оно никуда не убегало, нам нужен гермет крышек. Ну, правильно я говорю? Поправьте меня.
Значит, как я делал гермет крышек? Значит, я не рекомендую делать это на мокрую, потому что, ну, и так как бы статор с вот этими вот пазами, да, уходящими в обод, и с силой магнитов он и так тяжело выбивается. Если вы еще загерметите на мокрую, мотору потом разобрать будет, ну, практически нереально. Поэтому я собираю мотор на сухую, то есть я гермечу крышки отдельно. Прохожу герметиком достаточно тонким слоем, минимально тонким, то есть там полмиллиметра, может даже меньше. Почему? Потому что высота самого вот этого подъема, который заходит в обод, да, на котором держится мотор, там даже не 2 миллиметра, там, по-моему, 1,7 или 1,8 высота. Если эту высоту съесть еще герметиком, то оно, ну, нифига нормально держаться не будет. Поэтому слой герметика минимальный. Чем меньше, тем лучше. 0,5 мм, 0,4, 0,3. Но без герметика вообще это не вариант. Вот, поэтому слой герметика минимальный. И сам герметик это мягкий герметик. Вот такой вот я беру. РТВ 904. Значит, чем он хорош? Он достаточно эластичный. Он хорошо держит масло. У него нет пористости и он мягкий. Потому что я много герметиков перепробовал. Штук 10 разных. Вот это вот самый оптимальный вариант. Причем не токсичный. Уксуса здесь нету. То есть это чистый силикон. И вот для того, чтобы вот так вот на сухую собрать крышки на мотор, загерметизировать его, это вообще вариант вот такой вот. Значит, естественно, для работы с маслом нам понадобится, как ни крути, ревизионное отверстие. Вот оно, чтобы масло можно было залить и слить, не разбирая моторчик. Под ревизионное отверстие мы делаем вот такую вот дырочку в моторе сверлом диаметром 4 миллиметра. И берем болтик М5, укорачиваем его до необходимой длины. И на 505 клей мы сверху клеим кусочек камеры от велосипеда и по кругу ее обтачиваем. Ну и посмотрим, что с этого всего у нас получается на выходе. Вот. Берем болтик, закручиваем. Вот так вот у нас чудесно заблокировалось ревизионное отверстие. Масло уже отсюда не вытечет. 4,5 миллиметра достаточно для ввода капельницы, потому что у нее там диаметр чуть меньше 4. Сейчас еще подожмем чуть-чуть, чтобы прокладочка выжалась. Вот так вот. Все, ревизионное отверстие, заглушка у нас есть, и мы смотрим с обратной стороны, нам какой момент важен. Нам важно, чтобы этот болт не вылазил из крышки мотора и не повредил нам обмотки. И это очень такая как бы тонкая история. Почему? Потому что вот здесь вот сама толщина крышки, ну, в лучшем случае 4 миллиметра. Обычно 3,5. То есть нарезать резьбу, как бы там буквально можно пару витков, чтобы болт в ней нормально держался. И, соответственно, сам болт тоже надо прилично укорачивать, да. Вот, ну, я обычно там беру сначала болт, обрезаю где-то рабочую часть, делаю там миллиметров 7-8.
Клею прокладку, закручиваю его и потом потихонечку стачиваю. Очень потихонечку. Для чего? Для того, чтобы с одной стороны он не выпирал за поверхность крышки, да, чтобы он не повредил обмотки. А с другой стороны, если я стачу больше, чем надо, там вот эта толщина крышки, там, да, миллиметра 3, пару витков резьбы, он просто держаться не будет. Поэтому здесь нужно делать все на трезвую, очень аккуратненько и не торопиться. Ну, как видите, болт никуда не выпирает. Он даже чуть-чуть как бы утоплен, но прокладка со временем она еще смягчится, станет тоньше, да, при работе с маслом. И он как бы практически будет вровень с внутренней поверхностью крышки. Сам болтик, естественно, мы садим на фиксатор резьбы. Может и не на фиксатор, да, ну, какие могут быть другие варианты. Можно еще взять мед, в принципе, как вариант, ну, такой, как бы, да, промежуточный. Или покрыть резьбу болта лаком обычным, там, какой-то там алкидный, там, да, PF170, там, да, или как он называется. Мед, наверное, так себе идея. Фиксатор, он крошится со временем, да, в выкрутке, скрутке. А вот этот вот вариант с этим с лаком, он самый оптимальный. То есть лак как бы не должен сильно растворяться, но он будет защищать от вибраций, от выкрутки. И когда вот это ревизионное отверстие будете делать, значит, смотрите, у меня на предыдущем моторе я сразу взял 4 число, сверло, немножко неровно засверлился, и получается резинка на болту, она неравномерно прилегает к крышке. Плюс сама крышка, она имеет какой-то определенный скос, да, то есть вот эта вот поверхность, да, она как бы вот как немножко под углом идет. Поэтому, опять же таки, не торопитесь, берите сначала сверло двойку, следите за углом сверления. Я понимаю, что станков у всех, у большинства, наверное, да, дома нету, но надо ровно зайти двойкой под углом 90 градусов. Причем не к оси, как бы, да, мотора по подшипникам, а к поверхности именно вот этой вот, потому что она тоже как бы, ну, неровная под углом. Потом уже проходите четверкой, растачиваете, и потом проходите метчиком, делаете резьбу. Ну, вот такая вот инфа про ревизионное отверстие. Я его делаю обычно посередине, между вот этой вот платформой, да, под подшипник, и между вот этим вот скосом, который идет уже на переход к креплению к ротору. Я думаю, что вот такое вот расположение посередине, оно может быть как бы не сильно оптимальное для залива, потому что вот здесь вот где-то еще обмотки проходят, вот здесь вот, да. Но оно не уменьшает прочность крышки, потому что если сверлиться вот сюда прям к подшипникам, вот здесь вот может рано или поздно лопнуть вот это кольцо, вот этот паз для подшипника, и будет тоже как бы не очень весело, поэтому лучше все-таки посередине между вот этой точкой и между вот этой точкой. Значит, после сборки мотора, после установки его на маятник, однозначно надо колесо будет балансировать, потому что, ну, резина обычно китайская, не идеально ровная. Чтобы обод не било, да, чтобы был меньше расход, чтобы не убивать подшипники, обод надо балансировать.
Балансирую я его такими обычными грузиками с шиномонтажки. Единственное, что вот здесь, допустим, грузик, да, это 25 грамм написано. Это много для наших моторов. Первым делом надо вытянуть вот эту стальную скобу, которая цепляется за диск шины. Она нам нахер не нужна. Вот. И потом я эти грузики пилю пополам, может даже больше, чтобы был набор, допустим, 5, 10, 15 грамм, да, вот. Это один, да, вот здесь вот есть у меня маленькие, да, такие вот заготовки. Поменьше, да. Вот здесь, по-моему, вообще что-то такое трехграммовое. И, соответственно, методом тыка я этот обод балансирую. То есть здесь вот, если видите, да, заметили, есть пластилин на грузике. И я смотрю, вот у нас есть 6 точек, да, вот по болтам, да. И между ними промежутки. То есть всего у нас получается 12 позиций по ободу. И я снимаю с самоката сиденье, снимаю с него крышку, аккумулятор. То есть максимально его облегчаю. Аккумулятор лежит рядом на табуреточке. То есть самокат позволяет и табуретка позволяет и самокат поставить, и батарею рядом. То есть самокат должен быть как можно легче. И, соответственно, я смотрю экспериментальным путем, при каком положении из 12 биение максимально облегченного самоката самое минимальное. На минимальном биении, естественно, да, я его фиксирую маркером, и потом грузик приклеиваю, зачищаю, опять же таки, краску, потому что на краске держаться не будет. Зачищаю фрезой или алмазной пилкой краску, клею грузик к ободу и фиксирую его на суперклей, на 505. Опять же таки, с естественной полимеризацией несколько часов обод должен постоять, клей должен засохнуть без всяких фиксаторов, потому что фиксаторы снижают прочность. И надо выбрать точку, да, на которой будет стоять груз, во-первых. И по балансировке колеса надо посмотреть, какое будет количество грузиков, какая будет их масса. Для таких небольших колес, в зависимости от степени разбаланса, масса колеблется от 5 до 30-35 грамм вот этих вот грузов, как бы достаточно. То есть, в принципе, ну вот в среднем там 25 грамм, да, приклеился, зараза. Вот, 25 грамм, ну, у него размер достаточно небольшой. На обод он ложится нормально. Если не ложится, чуть-чуть плоскогубцами подогнуть и потом клеить. Вот. И такая система балансировки достаточно неплохо она работает. Без всяких спецсервисов, без шиномонтажки, но вас не трясет в дороге. И опять же таки, ну я же говорю, что дольше ресурс подшипников, меньше расход по электроэнергии, ну и вообще езда, она более комфортная. Что еще нам обязательно нужно сделать при работе со стоковым движком? Значит, вот здесь вот по заводу вот выход кабеля, который будет сгибаться потом, да, на маятнике. Вот это вот место, оно просто острое, как нож. То есть мы берем, опять же таки, шурик, берем фрезы, берем алмазные пилки. И вот это вот место начинаем обрабатывать, внутри скруглять, чтобы кабель просто тупо не разрезало.
Это очень важный момент, не упускайте его из виду. Вот. И как видите, здесь, ну, в идеале, как бы, конечно, было бы поставить еще пружину, но пружина уже сюда не влазит, потому что кабель достаточно толстый по изоляции. Хотя я брал вот это кабель 3х4 и думал, он будет тоньше. До этого был кабель 3х6, его вообще распаять в коннектор МТ-60 нереально. Взял 3х4, но все равно он достаточно толстый, потому что здесь сама изоляция толще. Но опять же таки она толще не во всех местах. Вот видите сейчас фото на экране, да, фазники, да. Вот здесь как бы слой изоляции потолще, а вот здесь вот, где идут холлы, там уже как бы слой потоньше. И, соответственно, это все дело тоже надо защитить и грамотно обработать. Пружина сюда не влазит. Без герметика залазила сюда только вот эта вот термотрубка беленькая, да, электроизоляционная, да, которой электрики пользуются, да, с скрутки ей закручиваются, потому что она достаточно хорошо держит температуру. Но когда я начал закладывать герметик, то уже даже и трубка сюда не залазила, а растачивать ось, снижать ее прочность, ну как-то вообще не камильфо, не по фэншую. Вот, поэтому пришлось как бы от этой ПВХ, или как она, стекловолоконная, по-моему, трубка, да, термокембрик еще ее называют. Пришлось от нее избавиться, значит, заложил я только герметик, но опять же таки этот герметик я прокладывал осознанно, да, как бы со всем своим опытом. Значит, во-первых, это правильный выбор герметика. То есть обычный силикон, как было видео выше, РТВ-904, он сюда не годится, он сильно нежный. То есть он не держит нагрузки, он не имеет необходимой жесткости, и все равно кабель согнется, герметик вот этим вот ножом, скажем так, разрежется, и кабелю будет пизда. Плюс по кабелю получилось так, я когда мастеру отдавал на перемотку, прислал ему кабель, на кабеле стояли метки, чтобы поставить его той стороной, которая, ну, наиболее толстая вот эта вот изоляция. Поставил метки, попросил запусти провод так, чтобы он вот здесь вот на входе в ось заходил со стороны как бы толстой изоляции. И, соответственно, там дальше тоже внутри мотора, чтобы он выходил тоже с толстой изоляцией. Но, блядь, по закону бутерброда, блядь, что говори, что не говори, люди как бы тебя не слышат. В общем, получается так, что вот, да, вот это место потенциального среза, и кабель, блядь, именно к нему повернут самой тонкой стороной изоляции, где стоят холлы. И поэтому вопрос здесь о защите как бы кабеля, он стоит, ну, вообще ребром. Слава богу, крокодил свое отрабатывает шикарно. То есть это очень крепкий, очень жесткий и вместе с тем эластичный герметик. И получается здесь трубка, да, вот эта вот оранжевая. Я опять же такие как бы логики мастера, ну, не совсем понял. То есть я рассчитывал, что вот эта трубка, она выйдет прям вот сюда, ну, как обычно с завода, с внешней изоляцией. Уже отсюда пойдет разводка фаз и сигнальных проводов. Но как бы ни хера подобного. Когда мне двигатель пришел, как бы я увидел, что в ось
вот эта верхняя изоляция, она заходит. Внутри оси происходит какой-то спектакль, какое-то представление. То есть там нафасованы как бы фазные провода в отдельный вот этот стекловолоконный термокембрик, расфасованные хольные провода. И уже в этих термокембриках без вот этого оранжевого слоя изоляции они уже заходят в мотор. В чем здесь логика, я не понимаю. Ну, наверное, так проще работать, хер его знает. Ну, вот как-то вот так вот. Поэтому пришлось здесь работать немножко тоже, опять же таки, с творческим подходом. То есть я подливал немного герметик сюда, качал трубочку там вверх-вниз, да, относительно оси, и вместе с новым слоем герметика каждый раз добавлял, там 4 или 5 раз, я проталкивал вот эту оранжевую трубку как можно глубже в ось, чтобы этот герметик дальше ее получше как бы затянул. И в конце уже прижал ось, не ось, а кабель к оси, вот так вот. И сюда вот прям так щедро крокодила захерачил. То есть у меня сейчас здесь вот получается между кабелем и вот этим вот местом потенциального надреза прокладка такая образовалась, как бы, да, из герметика 2 мм и очень жесткая. Плюс ось скругленная, то есть она обработанная заранее. Вот. И я думаю, что вот в таком вот варианте уже и кабель разрезать не должно, даже с учетом как бы тех недоработок, которые я получил от мастера, и я их уже, ну, исправить как бы не могу, но я могу сделать что-то другое. Здесь с внутренней стороны, да, там где кабель заходит в мотор, я все тоже пролил щедро крокодилом. Причем, когда начинал проливать, за счет того, что начинал герметизацию с внешней стороны и вот это вот кабелем, да, герметик запихивал вовнутрь, то здесь уже на выходе из оси я уже видел этот герметик. То есть он прошел как бы через ось, ну вот так вот прям насквозь, да, по полной программе. Ну и крокодил работает отлично. В отличие от силикона, да, вот этого РТВ-904, у силикона как бы свои задачи, да, для крышечек он подходит. Раньше моторы я внутри тоже этим силиконом обрабатывал, но он сильно текучий. И чтобы он, ну, просто весь мотор не залил, его приходилось ложить тонкими слоями в несколько проходов. То есть эта процедура занимала несколько дней. С крокодилом это все дело быстрее, потому что он более густой, более жесткий. И поэтому крокодилом можно работать в один проход. И эта работа, она очень эффективная. Значит, здесь вот загерметизирован термокембрик, там, где идет конечная спайка звезды. Здесь 3 фазы соединяются в одну точку. Вот этот вот момент я загерметизировал. А по плате холлов, раньше я ее всю проливал силиконом. Сейчас я решил, что, ну, это здесь будет избыточно, потому что мастер вот здесь, кстати, спасибо ему, он достаточно правильно сделал. Он вывел 4 вот такие вот куска провода, примотал их к обмоткам, и этот провод достаточно жесткий загнул на плату, и вот это вот все дело пролилось лаком. Один раз лаком пролил мастер, вот, потом я еще раз пролил повторно, и раньше я всю эту плату как бы, да, вместе с обмотками заливал тоже герметиком. Сейчас я вижу, что это уже будет избыточно, во-первых. Во-вторых, лучше оставить плату открытую для прозвонки проводов. То есть здесь я вижу, да,
подходит как бы питание холлов, да, плюс-минус, подходят как бы сигнальные датчики. И в крайнем случае при обслуживании мотора я могу сюда щупом тыкнуться, да, даже через лак, и прозвонить как бы целостность кабелей, чтобы не искать их через герметик. В-третьих, если мы вот это вот все как бы заливаем, да, герметиком, как я делал раньше, то, соответственно, снижается теплоотвод, для улучшения которого, да, мы как бы и заливали масло в мотор. Зачем оно надо? То есть идет отвод от платы тепла, идет отвод от обмоток. Единственное, что я немного герметика наложил на вот эти загнутые провода и связал их как бы здесь вот с обмотками, с хольными проводами, с фазными проводами. То есть вот здесь вот это вот сделал как бы монолитную массу, чтобы закрепить вот эти провода с другой стороны. Ну и чтобы как бы холлы сами по себе тоже не болтались. Потому что раньше я силиконом проливал все вплоть от этой платы, да, всю плату заливал. И хольные провода, и вел их прям до выхода кабеля из оси мотора. Сейчас сделал немножко попроще, но я думаю, что эта схема тоже будет достаточно эффективной. Так, ну что, ребят, разбавим концентрат технической информации чем-то более легким, потому что, ну, я уже, честно говоря, за час видео сам подустал. Я вам в начале ролика обещал конкурс. И, значит, смотрите, мы этот конкурс объявляем, запускаем. Значит, кто напишет под этим видео самый интересный комментарий, получает от канала вот такой вот подарок. Значит, это герметик для шин, камерный, бескамерный, шикарный. Там идут частицы каучука в составе, в общей массе, они затягивают хорошо резину. Люди брали на мопеды, говорят, шикарно работает. Вот такой вот герметичек в подарок от канала тому человеку, который напишет самый интересный комментарий. Вопрос, личный опыт, неважно. Лучший комментарий выберем, и вы в подарок получаете вот такую вот замечательную герметизирующую жидкость для ваших колес, чтобы вы ездили долго, далеко и надежно. Ну, а мы возвращаемся к основной теме нашего сегодняшнего ролика и продолжаем говорить о том, как сделать вечный двигатель. Значит, развернул моторчик, кабанчик другой стороной. Здесь, соответственно, идут как бы подводы проводов от кабеля к обмоткам. Они тоже все прогерметизированы. Ну и от мастера они перетянуты стяжками. Не знаю, как стяжки будут по температуре, как они будут реагировать по маслу, но думаю, что все будет порядочек. Значит, что еще должен отметить? Опять же таки, перед началом работ мастеру было заявлено, что хочется вот здесь вот иметь вместо вот этих заклепок, каких-то китайских конченых, поставить нормальные стяжки, ну, допустим, болт сквозной и с другой стороны гайку. Ну, как обычно, человек меня не услышал, как бы этот момент упустил из виду, хотя себе стяжки он делал как бы, ну, нормально на свои моторы. Ну, как бы бог с ним. В принципе, как бы сейчас железо стянуто обмоткой, проклеено со всех сторон, и я думаю, что будет держаться нормально. Но все равно меня вот этот вот вопрос беспокоил, и, значит, что я с ним сделал? Значит, я развел эпоксидку, ну, как обычно, 1 к 9, как я люблю. Значит, во-первых, в конце вот этих стяжек я пролил эпоксидкой. Здесь идет переход со спиц, как бы, да, внутри статора на вот эту вот платформу. Вот это вот все тоже я по кругу прошелся эпоксидкой. И вообще сам статор
внутри, да. Я тоже пролил эпоксидкой, как раз 10 кубиков развел, как бы на эту работу мне с головой хватило. То есть все железо внутри, чтобы оно уже было, ну вот вообще монолитное, чтобы оно никуда не убежало. И со стороны оси железа, и со стороны обмоток я пролил эпоксидкой и кистью вот так вот промазал. Хорошо как бы, да, растянул, чтобы с внутренней стороны железа вот это вот все было склеено намертво. Не знаю, как бы, насколько как бы вот в этой точке, да, это будет эффективно, да, все-таки болты с гайками через шайбы с резиновыми прокладками это было бы надежнее, вот. Но вся остальная масса, вот это вот, да, на спицах, внутри, да, по железу, вот это будет вообще топчик. Также на моторах в оси есть такая замечательная штука, как штифт. И под этот штифт в оси делается вот эта вот росточка замечательная. Штифт я искал, штифт я не нашел. Здесь с завода пошли по немножко другой технологии. То есть железо статора внутри имеет такую вот как бы выемку, да, такой язычок, как клитор. И вот этот клитор, он уже в этот паз оси, он заходит. То есть штифт они не использовали, они использовали просто такую подгонку деталей. Ну и, соответственно, зафиксировали это все вот таким вот каленым кольцом, да, чтобы оно не выскальзывало. В принципе, схема рабочая. Я с ней спорить не буду, как бы, да. Она меня устраивает, но, опять же таки, я ее усилил. То есть, у меня оставалось еще немножко эпоксидки. Вот этот язычок, клитор, внутри проточки в оси я тоже залил эпоксидкой. И эпоксидочкой прошел вот это вот кольцо, чтобы оно не крутилось и не звенело, потому что я в ваших постах, да, в комментариях, в чатах я слышал иногда, что вот это вот кольцо прокручивалось, и что-то, блядь, в моторе шумело. И человек сходил с ума, он думал, что это подшипники шумят или еще какая-то хренотень. Вот. А это, оказывается, просто вот это вот колечечко крутилось. Так, чтобы оно нахуй не крутилось, мы его тоже эпоксидкой пролили. И вот этот вот узел сделали намертво, чтобы он никуда не дергался, даже при всем его желании. Предчувствую, что у многих будет вопрос, а что за вот это вот такие вот замечательные надписи. Тоже здесь освещу этот момент. Перед перемоткой мотора я делал замеры статора. Значит, H21 это высота окна от кольца статора до того места, как бы, где еще его можно мотать. Значит, S7 это высота, ширина трапециидального окна. То есть оно сверху шире, снизу уже. То есть вверху у него ширина 7 мм. L3 это ширина окна внизу. Вот здесь вот возле окружности, там оно уже. Ну, как бы круглый мотор, не линейный. Значит, Z5. Z5 это фиксированный статичный размер ширины зуба по всей высоте. То есть и снизу, и сверху зуб имеет в ширину 5 мм. Ну, если в торец смотреть. И P2 это зазорчик между двумя полюсами на выходе. То есть, чтобы можно было понимать, да, насколько удобно провод будет мотать. Но 2 мм зазор для 0,5 провода, как бы, я думаю, что более чем достаточно. Вот такие вот иероглифы, да, на моторе H21, S7, L3, Z5, P2. Но для работы с мотором они очень важны. И я же не просто так их записывал, да, и не просто так сейчас трачу на это время.
Вот если мы будем говорить, сравнивать разные статоры, это статор 115, и лежали у меня, и лежали, и ездил я на моторах 105-х. Так вот, у них вот это H, там даже не 15 миллиметров, там миллиметров 10-12, соответственно, провода туда влазит, сами понимаете, насколько меньше. И, соответственно, насколько меньше можно лить тока в 105-е статоры на фоне 115-го. Значит, датчики холлов, они не просто воткнуты в железо, они вставлены, да, и сверху тоже пролиты 505-м клеем, чтобы они никуда не убежали. Потому что это очень частая история. Вы тоже пишете про это в комментариях, да, в постах в чате, что была тряска, да, какая-то активная езда, и этот датчик, он просто убежал из магнитопровода. И все, и мотор не едет, разбираешь мотор, мотор целый, обмотки не сгорели, датчик убежал. Поэтому эти датчики, они проклеиваются, и тогда никуда не убегают. Если датчик сгорел, его надо достать. Он же уже сгорел, ему уже похер. Берете горелочку с тонким пламенем, отогреваете этот клей и спокойно его достаете. Ставите свежий клей 505, очень быстро выкипает, испаряется, и никаких следов, никакого налета, да, дополнительных как бы размеров, да, толщины, ширины и так далее он не оставляет. Поэтому можно им спокойно пользоваться. В принципе, там, где удобно, где доступно, вместо фиксатора резьбы я им проливаю сверху резьбу на гайке. Вот это вот одно из типичных мест, где этот клей must have. Потому что, ну нафига здесь фиксатор, который потом будет сраться, комками забиваться, и эта гайка будет хер крутиться. Гайку закрутили, 505 клей сверху положили, естественная полимеризация, напоминаю, 5 часов. И все, и оно стоит намертво. Надо гайку раскрутить. Точечно, тонким пламенем клей отогрели, он выкипел, и гайка вылетает, вот, как мячик из-под ноги футболиста. Как-то так. По обработке статора. Пришел он мне, вот эти бамбуковые палки, они торчали вот так вот практически по высоте обмоток. И это избыточно, оно никому нахер не надо. А когда ротор будет вокруг статора крутиться, а в нем еще масло, оно все будет просто тормозить, как бы, да, этот шикарнейший процесс охлаждения. Поэтому первым делом бамбуковые палки я выстучал в одну сторону, сравнял их с одной стороны с магнитопроводом, с другой стороны отрезал мелкими кусачками, то есть выровнял длину этих палок с высотой статора. Дальше аналогичная ситуация у нас была со стяжками, которые подкладывались под обмотки провода, то есть эти стяжки торчали практически до диаметра как бы статора. Эти стяжки я тоже пообрезал лишние, чтобы они не тормозили работу масла, да, не забирали на себя сопротивление. Поотрезал их с внешней стороны, поотрезал с внутренней все лишнее, да, вот так вот сюда они доходили. Ну и, соответственно, чтобы зафиксировать, да, их укороченный размер, чтобы они никуда не дергались, опять же таки дополнительно я пролил их с двух сторон лаком. Лаком я также прошелся местами обмотки, потому что во время обработки двигателя где-то, да, чуть-чуть, как бы, каюсь, да, зацепил провод, с него как бы слез лак. То есть сам провод как бы не повредился, но изоляция повредилась, и местами я позамазывал вот эти вот места, точки, где лак был немножко сдерт, да, чтобы дополнительно
защитить провод, изолировать его. Продолжение темы о работе масла в моторе. Значит, смотрите внимательно. Сейчас я очень долго выбирал ракурс на пазы, которые в стоке в моторе есть. В стоке. И смотрите сейчас, в каком идеальном состоянии находится поверхность статора. То есть она идеально круглая. Вот здесь вот никаких пазов нету. То есть здесь идеально ровная поверхность, которая не будет тормозиться маслом. И даже если какой-то магнит, да, решит отвалиться, ну, каким-то чудом после их проклейки, он в этот паз заводской не упадет и не заклинит работу мотора на скорости. Вот смотрите, я ручечкой веду, чики-чики-чики, никаких тормозов нету. Все идеально гладенько, как бритая писечка у девственницы. Вот. Значит, как это достигается? Обычно поверх вот этой бамбуковой палки я ложу либо картон плотный, там 300 грамм, допустим, либо капроновую нить, в зависимости от высоты вот этого зазора, да, как бы по заводу. И потом это все заливаю суперклеем, но просто суперклей обычный 505 сюда не подходит, потому что он сильно жидкий, и он не может заполнить нормально пространство, которое остается, ну вот, между стенками зубов на статоре и, допустим, капроновой нитью или картоном. То есть его недостаточно. То есть это надо делать, проходить в 3-4 прохода. Это очень долго. Особенно с учетом того, что 27 зубов на статоре, их одновременно поклеить нельзя. Если брать 505 клей, то на это уходит дней 10 времени. Поэтому чисто 505 я брать не рекомендую. Есть вот такой вот двухкомпонентный клей. Значит, справа это фиксатор, который дает быструю заморозку. Но, естественно, при работе с ним прочность снижается раз в 5 на порядок. Поэтому вот этим вот пшикалкой я пользуюсь редко. И есть в составе него суперклей, но он как бы не просто суперклей, он как гель. То есть он идет более густой. Опять же таки, прочность у него будет ниже, чем у стандартного 505 клея в несколько проходов. То есть 505 в 3-4 прохода он, конечно, прочнее. Этот будет более слабше, потому что там идут какие-то присадки еще, да, которые его загущают и в итоге снижают его прочность. Но опять же таки, это где-то раза в 2 или в 3 ниже прочность, не в 10 раз, как вместе с использованием фиксатора. И вот таким вот клеем, как бы, да, в принципе, можно пройти статор в один проход, заклеить у него все пазы, выровнять, чтобы он был идеально ровный. И это будет уже не 10 дней работы, а это будет, ну, за день, за два, в принципе, можно как бы сделать. Намного веселее, правильно, по времени. Ну и, естественно, после проклейки пазов, да, остаются какие-то горбики от клея. То есть мы берем специальную насадочку. Вот такая вот насадочка на дрели. Шикарнейшая круглая насадка. На ней наждак. Это, по-моему, 80 номер. 40-ка это сильно грубо, вот 80-ка в самый раз.
Берем статор, маркируем 1, 2, 3 и до 27. Каждый полюс маркируем и обтачиваем лишний клей, чтобы статор был идеально ровный. Тоже как бы ювелирная работа. Ее надо делать вдумчиво, не торопясь, чтобы не навредить. Но тогда поверхность получается идеально гладенькая, как пизда у барышни. Это во-первых. Во-вторых, что лично для меня важно, да, мне мотор приходил в заготовке с завода, и пластины на статоре немного терли магниты. Вот здесь, думаю, достаточно хорошо видно, да, что середина магнитов, она чуть-чуть потерлась. Опять же таки, это не страшно, да. Масло в моторе выполнит свою функцию антикоррозионную, но где-то, да, будет какая-то нагрузка, где-то будет какое-то микродвижение, да, в подшипниках износятся, да, подшипники, или в крышках, и будет шевеленка ротора относительно статора, и не хотелось бы, чтобы эти магниты, они сдирались еще больше, потому что, ну, они же тоже как бы не резиновые, да, они имеют какой-то как бы ограниченный размер. Плюс здесь на вот этом вот пазу на крышках, да, во время очистки от герметика чуть-чуть тоже эти крышки постачивались, да, и какие-то микролюфты есть. Поэтому, ну, зазор как бы железа с магнитами, он не должен быть большим, да, он должен быть оптимальным. Но получается, во время сточки статора, финализируя проклейку, да, пазов, то я еще там где-то какие-то миллиметры я снял. То есть он, допустим, будет там уже там не 115 миллиметров, а 114,8. Этот зазорчик будет чуть-чуть посвободнее, и, соответственно, магнитопровод по магнитам шкрябать не будет. То есть это будет более свободное движение, ну и как бы маслу будет легче течь между магнитами и статором. Еще до разборки двигателя, как только он вам пришел, проверяйте, ну, наверное, и фазные, и хольные провода тоже прозваниваете в неразобранном моторе их на ось, допустим, да, там, где нет краски, чтобы не было пробоя по изоляции. И во время работы, да, уже когда разобрали мотор, то же самое прозваниваете на железо, чтобы не было никаких косяков в работе, и потом это все не замкнуло. То есть ни холлы, ни фазы не должны звониться на железо, на корпус мотора, на статор, на ротор, на ось и так далее. Это важный момент. Если где-то что-то начало пробивать, то уже где-то была какая-то ошибка. И, как говорится в старом мультике, вот, котенка с таким именем, Гав, во дворе могут ждать только неприятности, да. Но эти же неприятности, они меня ждут. Значит, я пошел. Вот так вот и здесь. Однозначно пару слов должен сказать про стопорные шайбы. Это большой момент и вашей личной безопасности, и срока службы мотора. Потому что если мотор в дороге слетит с маятника, уже в принципе его нахуй можно будет выкинуть. Значит, стопорные шайбы, да, вот они приходят с завода. Значит, вот пришли вот такие вот крошечные, это 2 миллиметра толщина, это вообще сразу в мусор. Вот это уже чуть посерьезнее, это 4.
Ну, во-первых, она не везде закрутится по размеру, потому что, ну, не у всех такие длинные оси. А во-вторых, у нее язык согнут под 45 градусов, и это до пизды мороз. То есть никакой защиты там не будет. Значит, я беру обычно четверку, зажимаю в тисках, стачиваю ее болгаркой до тройки. То есть это все-таки больше, чем 2 миллиметра, но уже веселее для зажима. То есть и легче зажимать, как бы, да. Вот справа четверка, слева тройка. И вот как бы двойка. Разница. То есть ее уже легче зажимать по размеру, во-первых. Во-вторых, ну вот этот вот язычок на четверке, блять, я не знаю, его только прессом можно отогнуть, и то он короткий, как бы. Что с этого получится, ну, как бы неизвестно. Поэтому я стачиваю до тройки, делаю четкий загиб под 90 градусов. Вот эта вот стопорная шайба, она будет работать. Не экономьте время, как бы, на своей безопасности, на своей жизни, на своем здоровье, как бы, и в том числе, как бы, на двигателе. Потому что двигатель выскочит, оторвется провод от обмоток, да, или вообще, как бы, ну, где-то там в оси лопнет. Наебнется ось, как бы, выкрутится, согнется, и уже этот двигатель потом можно будет выкинуть. Поэтому стопорные кольца, они должны быть, и к ним подход должен быть конкретный, индивидуальный и осознанный. Не забывайте про этот момент. Вот, вы мне еще нужны целыми и здоровыми. На сегодня это вся информация по поводу того, как сделать вечный двигатель. Постарался вложить сюда, в этот ролик, весь свой опыт, всю свою душу. 7 лет езжу на самокатах, реально насобиралось очень много каких-то лайфхаков. И вот здесь вот я вот это вот все, самый полезный, самый концентрированный контент, выжимку инфы, данных вложил сюда. Спасибо самым крепким и стойким, кто досмотрел этот Long Watch до конца вместе со мной. 1,5 часа, даже больше, почти 100 минут. Заебашил 3 чашки чая и съел килограмм печенья. Уверен, все это в комплексе пойдет вам на пользу. Не забывайте подписаться на канал, потому что впереди очень много полезной информации. Пишите в комментариях, как вы обслуживаете свои моторы или вообще не обслуживаете, ни с какими проблемами в результате этого сталкиваетесь. Задавайте вопросы, всегда рад ответить. Ну а с вами сегодня, как всегда, был Андрей. До встречи в следующих полезных роликах. Пока-пока.